Сегодня мы поговорим про дым-машину. Я расскажу, где я заказывал, свой личный опыт использования, какие-то определенные нюансы, сколько это все стоило. Также будут тесты и давайте начнем. Небольшая предыстория. Дым-машину я хотел очень давно, но я всегда думал, что это супер дорогая вещь. И самый первый обзор, наверное, который я посмотрел на дым-машину, она была, наверное, среднего такого ценового сегмента. Она стоила в районе, по-моему, 6-8 тысяч. И тогда это в тот период было немного дороговато, мне кажется. И я подумал, что оставим это на когда-то ближайшее будущее. Собственно, дальше углубляться в эту тему я не стал. Это было несколько лет назад. И недавно у меня была съемка, собственно, ради которой и приобреталась эта дым-машина. Видео про съемку и все, как там происходило, так что там видно, как работает дым-машина хорошо. И фотографии можно посмотреть в прошлом видео, там, где я рассказываю про эту съемку, там много бэкстейджев, фотографии в конце и все, что только можно. Идея была в том, что я хочу именно использовать дым. Поэтому я начал изучать, какие же бывают дым-машины, можно сказать. И оказалось что дым-машины есть совершенно разных категорий. И они довольно-таки неплохие. Просто есть какие-то определенные нюансы и различия, скорее всего. Я решил заказать, так как съемка, собственно, должна была произойти быстро, по временному такому диапазону, на определенную дату, можно сказать. Я хотел, чтобы дым-машина пришла очень быстро. Сначала я думал заказать с Алиэкспресса, но я понял что она будет идти недели 3, возможно, полгода. И я решил посмотреть, что же есть, собственно, у нашего русского продавца. Я нашел на Озоне дым-машину, которая обошлась мне, наверное, 3500. Там я взял целый комплект. Немного поподробнее. Сначала, что я, в принципе, заказал? Саму дым-машину, собственно, вот она. Она маленькая. Я думал, когда я еще не знал о дым-машинах, я думал, что это какая-то гигантская вещь, которая весит, наверное, тонну, но они есть довольно-таки маленькие, компактные, в зависимости от ценового диапазона, мощности и так далее. Затем я купил в этом же комплекте, по-моему, даже у того же продавца, но это не точно, топливо для этой дым-машины. Это топливо, я не знаю, сколько здесь литров, но довольно-таки весомое. Оно среднего рассеивания. Я не хотел брать плотного, потому что, по-моему, оно стоило либо дороже, либо я решил попробовать, вот это. Про расход. Этого топлива, мне кажется, хватит на несколько лет вперед, потому что расход у этой дым-машины очень маленький. Сколько я провел съемок с использованием дым-машины? Наверное, съемок 5-6 съемок. Основная съемка, которая была, это с таким геометрическим платьем. Она по расходу дым-машины была самая-самая такая мощная, большая. Мы дымили, наверное, часов 5, вот прям беспрерывно. Просто туман фигачил, все, что только можно. И у нас израсходовался только один полный бак, который здесь есть. Он полностью израсходовался за эту съемку. По-моему, даже чуть-чуть на дне осталось, но это не точно. Для начала давайте объясню, как это в принципе работает, если вы совершенно не знаете, что такое дым-машина, и у вас есть вот прям такие нюансы. Я почему-то в обзорах, которые смотрел, не увидел прям полного какого-то, казалось бы, такие элементарные вещи, но все же. Как работает сама эта дым-машина? Есть сама, собственно, дым-машина. К ней идет подключатель,
провод, который вставляется в розетку, и провод, который уже идет непосредственно к пультику. Что нужно для того, чтобы дым-машина, в принципе, заработала, как она вообще пользуется, как ей вообще пользоваться? Вы заливаете сначала топливо в отсек для бака, затем вы подключаете саму дым-машину через провод к розетке, включаете, она нагревается, по-моему, минут 6, 5-7, где-то 5-7 минут она нагревается, после чего включается на пультике красный огонек и происходит такой, как маленький щелчок. После этого уже можно нажимать на кнопку, и дым-машина будет дымить. Здесь нету каких-то режимов, здесь один режим, можно так сказать. Просто вы нажимаете на кнопку, она дымит. Вот. А дальше уже с дымом вы работаете уже в зависимости от своих профессиональных навыков и всего остального. Она дымит, наверное, секунд 15, после чего она перестает дымить, и она заново нагревается. Тоже, наверное, секунд 20-30 она нагревается, потом снова включается такой небольшой щелчок и загорается кнопочка, и вы снова можете дымить. Что происходит, когда топливо заканчивается? Когда вы полностью израсходуете вот этот бачок, дым-машина начинает немножко гудеть. Вот. Это не страшно, вы просто выключаете дым-машину, заливаете топливо, включаете обратно, она у вас также нагревается, и все прекрасно дальше работает. Естественно, есть разные дым-машины разной мощности. Это мощность 400 Вт. Она мне пришла, получается, в такой коробочке. Там лежало два провода от пультика и от самой розетки, собственно, сама дым-машина. И, получается, канистра с топливом. Она уже шла просто отдельно, но все это пришло одной посылкой в комплекте, потому что я заказывал это все вместе. Эта дым-машина, я так понимаю, то, что у нее самая низкая мощность, но при этом я не могу сказать то, что она такая, знаете, как вейп, может быть, что-то такое по мощности. Нет, она довольно-таки хорошо дымит, и она, в принципе, по эмоциям, по картинке, которую она создает, она полностью ее отбивает даже после одной съемки, это 100%. Там уже в зависимости... Здесь нет каких-то определенных режимов, как я уже раньше говорил, но с самим дымом вы можете работать там при помощи света, просто развивая его как-то, в зависимости, какая картинка вам нужна. Вы можете просто сделать облако дыма, какую-то именно дымку небольшую, рассеивающую, либо какие-то завитки прям такие, какие вам нужно. Это уже... У вас просто есть дым-машина, вы с ней работаете. В принципе, это как с камерой. Типа не в зависимости, какая у вас супер-мега-камера, а как вы работаете, что вы снимаете и так далее. Многих интересовал вопрос, пахнет ли дым и есть ли от него какая-то влажность, как он взаимодействует вообще с обоями, к примеру, со стенами, с моделью, с кожей, с прической, с макияжем. Он совершенно никак не портит, не дает какого-то запаха, не дает какой-то влажности. Все прекрасно, все замечательно в этом плане. Мощность данной машины 400 Вт. Доставка пришла мне быстро, наверное, за неделю, чуть больше недели. Хотя продавец писал то, что она будет больше, но я попал на новогодние праздники, поэтому мне сам Озон, я ее заказывал с Озона, мне написали то, что извините, новогодние праздники, мы вам доставим ее поздно. Вот. Но при этом она пришла мне на 3 дня раньше. Минусов в данной дым-машине я в принципе не нашел. За свою стоимость она в принципе себя довольно-таки окупает просто даже на одной съемке по эмоциям, по ощущениям, по картинке. И как с ней в дальнейшем работать, это безумно круто и интересно. Поэтому единственное, это только то, что качество сборки, но я не могу сказать то, что оно плохое, но нормальное, обычное, здесь ничего не отваливается. В принципе, обычный механизм, довольно-таки все элементарно и несложно. Из плюсов, она довольно-таки компактная, она расходует очень мало топлива, как я уже говорил, и
Ее удобно, в принципе, хранить, перетаскивать ее компактность. Это не гигантский какой-то генератор, который вы поставите, либо вам придется его транспортировать очень сложно, а это именно вот такая маленькая компактная вещь, которая, в принципе, дает очень сильный дым. В каких-то больших помещениях, вот прям, знаете, какая-то супер-мега-гигантская студия, я думаю, дым будет сильно развеиваться, но если у вас какие-то, ну, не слишком большое помещение, либо вы используете его на фон, либо в каких-то таких более детальных работах, я думаю, его, в принципе, вполне хватит. Там еще в зависимости от самого топлива, которое вы берете. У меня, в принципе, топливо, которое не сильно медленного рассеивания, поэтому я, в принципе, им доволен, но можно также поэкспериментировать с каким-то более плотным дымом, который также там уже продается. Поэтому, если вы планировали покупать дым-машину, вы можете посмотреть по критериям, по мощности. Это самая минимальная мощность, но при этом она дает очень хороший результат и за небольшие деньги, можно сказать. Поэтому в зависимости от ваших потребностей, критерий, который вы хотите, вы уже можете выбирать дым-машину, которая вам будет близка. Я затронул довольно-таки такие технические, скорее всего, моменты, но если смотреть с творческой стороны, дым в кадре, он совершенно меняет атмосферу. Он создает настроение в зависимости, как вы им пользуетесь. Это работа со светом, то же самое работа с дымом. Как вы им будете управлять, такое у вас будет и настроение в кадре. Допустим, наши самые любимые киношные кадры, когда подсвечивают, там, допустим, главный герой идет на чердак, он светит фонариком, и вот эти вот самые лучи, они кажутся более видимыми только когда есть либо пыль, либо в кино используют, скорее всего, уже дым-машину. Оно дает такую дымку, и из-за этого световые какие-то лучи, они выделяются. Поэтому, если вы работаете плотно со светом, с фотографией, с видео, и хотите, допустим, какой-то киношной картинки, либо творческих таких экспириенсов, то обратите внимание на дым-машину. Я думаю, вы видели много фотографий по интернету. И знаете, вот самое интересное, после приобретения дым-машины ты замечаешь в кадрах других, допустим, в интернете, которые ты видишь там в журналах, фильмы, кино и так далее, ты понимаешь, как работает, в принципе, данная дым-машина, и у тебя неосознанно происходит самоанализ других работ и понимание, как это снято, то, что да, здесь использовалась дым-машина, и все в этом духе. Сейчас я продемонстрирую, как она, допустим, меняет фон. Она стоит у меня внизу, и сейчас я буду просто включу ее на фон, не управляя ничем. Просто такой пример. Все, она выключается. После этого она уже нагревается. Лампочки, получается, уже не горят. Через несколько секунд она загорится, и можно будет ее заново запускать. Вот. Даже подождем. Поэтому, в принципе, у вас уже будет происходить какой-то самоанализ. Вы будете понимать, да, здесь используется дым. Замечать его, можно сказать, везде. И вот, он уже загорелся, и можно запускать заново. Можно сделать прям вот такую дымовую завесу и полностью замутить весь кадр в дыму. Дискотека. Полностью его как-то развивать, еще что-то. Вот, она снова выключается, и дальше она уже нагревается.
Поэтому спасибо за просмотр. Задавайте вопросы в комментариях. Если, мне будет очень интересно, если кто-то из вас использовал уже дым-машину в своих работах, либо у вас был какой-то опыт, вы, возможно, арендовали дым-машину, расскажите тоже в комментариях, как вы использовали, где вы использовали, как вы использовали, возможно, какие-то фишки, приемы, а я еще раз подымлю. Вот. Поэтому спасибо за просмотр и встретимся в следующих видео.